все же было так просто. Мне просто нужно было прикрутить руль. Просто реально, если из нее сделать тонну веса при вот этих настройках. Так, у меня вторая попытка забрать посылку из транспортной. И случайным образом я оказался на моем хоум-споте. Кстати, неплохо держит, это древняя резина. Я думал, что она вообще не будет держать, но, видимо, нормальный состав. И даже через 15 лет, или сколько там ей, она держит нормально. Блин, с каждым нажатием на газ чувствуется какая-то жесткая вибрация. То ли привод, то ли редуктор. Еще появляется все больше странных шумов из коробки. В прошлый раз я такой шум слышал, когда у меня навернулся редуктор. Вот, поэтому, господа, не мудрено. Может, либо редуктор, либо коробки не очень. Итак, мне наконец-то пришла посылка от ребят из компании Fuck Boring Cars. Сейчас вы видите основной продукт, то, что они продают, то, что они привозят из Японии специально для нас с вами, чтобы мы могли от этого кайфовать. О-о-о! Японская газета. О-о-о, я уже вижу его очертания. Да, об этой штуке я мечтал, блин, вот столько же, сколько мечтал о дрифтовой тачке. О да, это оригинальный руль Нарди. Он тоньше вот этого китайского OMP. У китайского OMP еще кожа ходит относительно руля. Здесь все четко, все жестко. Он шире. Да, он шире. Ой, в руке просто на ощупь. Вот я про вот эти вот косточки говорил. Не знаю, видно вам или не видно. Про вот эти вот косточки идут. Ну, знаете, как на старых Жигуленках. Вот эти вот косточки для обхвата руля удобного. Я их просто обожаю. Вот сколько там, миллион лет назад впервые подержал в руках Нарди. И до сих пор я вот это ощущение помню. И очень хотел всегда ездить на рулях Нарди, но просто не было возможности. А сейчас благодаря тому, что вы смотрите видосики, благодаря тому, что вы комментируете, подписывайтесь на наши соцсети, на наш канал, что вы нас поддерживаете, у нас появилась возможность вот такой вот заиметь оригинальный руль Нарди. Вот, made in Italy. Ну и, конечно же, огромное спасибо компаниям. Вот сегодня это Fuck Boring Cars, которые поддержали Go Hard и отправили нам вот такой офигительный супер турбо космо крутой руль. Огромное спасибо, чуваки. И по промокоду Go Hard у вас есть возможность купить любой руль у этих ребят со скидкой 10%. Крепление, видите, здесь немного другое. На китайском ОМП руле вот сверху снизу есть болты, а здесь они, видите, по два сверху снизу. Но благодаря тому, что на этой шикарной тачке на пока не отремонтированной подвеске свободный ход большой, я вот крутанул, и колеса смотрятся также прямо. Поэтому сейчас мы сюда его и прикрутим. Кину этот люксовый шмот, чтобы больше никогда не чувствовать себя рабом. И захлопну эти роллы на запястье, чтобы больше никогда не чувствовать себя за бортом. Перед камерой все прямо на землю, чтобы больше никогда не чувствовать себя рабом. Он не подходит под дырку. Ну все же было так просто, мне просто нужно было прикрутить руль. Дико бесят такие моменты, прям вообще прям хода. Но я понимаю, что в настоящем корче строительстве таких моментов просто 1000 миллионов. Вот все вроде круто, ты должен выехать завтра погонять,
А нет, что-то чуть-чуть не совпадает, какая-то запчасть не дошла, чуть-чуть не подходит, на миллиметрик отпилить, запилить, заварить, а сварщик работает только через 3 дня. Поэтому понимаю, что вот это вот трабл, что мне нужно сейчас найти другую проставку, это прям вообще изи-пизи. Катка, ничего страшного, руль покручу китайский еще. Короче, поделитесь в комментариях, какой у вас был самый вот такой вот момент дебильной нестыковки, когда все должно было быть четко получиться. Ну вот чуть-чуть не подошло. Поделитесь, пожалуйста, какой у вас был самый стрёмный момент в вашем корч-строительстве. Короче, хотел я сегодня вечером в дрифтах покрутить итальянский руль. Поеду покрутить китайский. Сейчас проверяю масло. Запоминаю еще раз для себя, что еду за продуктами. Кстати, ролик снят этот вообще в марте. В марте этот ролик снят. Мы вернемся и попробуем забрать всех, кого успеем. Не закрывай за нами память, не закрывай за нами двери, не закрывай за нами, увидишь. Мы вернемся и попробуем забрать всех, кого успеем. Тебе к лицу это шуба, детка. Шиншилла мой ствол в твоем логове. Ау, впустила, после вызвал ей Uber. Ну что ж, дамы и господа, в связи с этой ситуацией коронавирусной кислород перекрывается максимально для нашей движухи. И прям на въезде на парковку, которая была таким островком свободы, она далеко от города. Ну, в смысле, она в городе, но там нет никого. Живых людей там нет, там только кладбище. И там прям на въезде стоит полицейская машина. И поэтому мы туда, конечно же, не поедем. Саня! Ой, то есть это Человек X. Ну можешь чуть-чуть хоть повилять, пока ехать буду передо мной. У меня камера профессиональная, видишь? Все замажем, все замазано. Все размазано, чувак, я фокус наводить не умею. Егор всегда говорит. Да. М50 турбо, что творит? У Сани очень много бэх, это он называет бабуля. А бабуля она потому, что там 2 литра турбо, но если ничего не поменялось. Да. Нет, еще мужик ездит. Я видал диски красивые. Да ты вообще, да я понимаю, что ты подготовился. съемок, Да я понимаю, сейчас. В салоне тряпочкой пыль протер. Сейчас, подожди. О, видишь? Все. Шницеры, блядь. Шницер. С ума Ну ты сойти. серьезный человек. Ты в респекте у Сани, наверное, раз ты на оригинальных Да, шницерах. Вот и на специальных шинах, нахуй, для дрифта. Да. Что там, Вислейк, что ли? Нет, спереди выступает для держака. А, это Зимлейк. Это Винтер дрифт. Слушай, это у меня первая резина летняя, на которой поехал. Но мне ее отдал 8 лет назад примерно Вова Черков, и тогда он ее отдал, потому что она была уже очень старая. Да. Он Я мне думал, отдал, потому как-то что она так и была было. дубовая, и никто не покупал. И вот я здесь. Она надулась. Я мужикам принес, там внутри много пауков уже умерло. Они родили потом опять, короче. И Да не, оно- ну что, она ездит. Да, и она, причем, блин, что-то широкая такая, она даже не Где широкая. такой доктейл взял? Доктейл? О! Между прочим, я взял это в компании LA Design. Они делают шикарные стеклопластиковые детали. И там есть на 36-ю. А попробуй. Ты сам спросил? Тебе еще 3 должны теперь доктейл. Да. Я жду, что Прикрути когда-нибудь. горы. Да, я жду, что когда-нибудь я им напишу, и они скажут: да, конечно, мы пришлем тебе капот, багажник. Что там, двери у них есть? Сначала багажник попроси. Багажник? Он самый слишком тяжелый? Он да. самый тяжелый, сучара. У меня вообще нереально тяжелый. Я вот так вот. Там амортизаторы не работают. Ну да, Я да. прям и вот всё. так. Дёшка. Да ладно. Ну стой, ну чтоб ты знал. Вот эти не поднимал. По промокоду ну, GoHard у меня он чуть-чуть 10% работает. скидка. Да ты чё, у меня там я прям... Не, он просто у меня амортик один какой-то работает. Когда они не рабочие, не поднять. Рубрика я не снял то, что надо было снять. Саня сказал, что... обожди. Тут серьезный человек снимаем. Что как бы турбо не вариант для меня, потому что дорого бензик, правильно?
Да Мне нет, ж надо постоянно газовать, или даже чё? нет, там дело Не, ты будет... поездить чуть-чуть хотел Да, рассказать. будет не в дороговизне дело, а в том, что ты на атмосфере скрипишь вот эти, несколько делаешь перекладок, и она не успевает так разогнаться. На турботачке, и не дай бог она будет нормально валить, это вот так. Одна, вторая перекладка, И ты уже у тебя 130. скорость, все, тебе надо жестко тормозить. А так ты скрипишь, ты лучше чувствуешь машину, да, у тебя ты понимаешь, что где не хватает угла, пытаешься ее туда пихать. Чуть держишь вот этот занос, И зимой ты понимаешь можно угол, поехать на да, и атмосфере. зимой. А на турботачке, ага, вариант-то какой? Разгоняешься, да так крепко, нахуй, бах, и туда, нахуй. Ну ты 2 раза поехал на шинку. Вот это Дрифт да. возможен только на новых колесах, потому Ну что да. старые колеса сразу нахуй разлетаются. Ну да. Поэтому, а вот А 3 литра будет просто песня. А V8 что-нибудь, это нет? М50, подожди, М54. Это не бюджетное тоже бюджетная слово, хуйня, да, тоже она V8 жрет и до хера. бюджетное, эти И слова жрет разные, тоже да. дофига Да и не бенза, просто и жрет, всего. просто поменять свечки дорого, просто А. сделать адекватную Там всё в 2 диагностику раза. дорого, Там просто всего там. 2. Всего по 2. А, ну Умножай да. все на Вот 2. это да. блядь. Поэтому 54B30 самый адекватный вариант. Он алюминиевый, он легкий, 3 литра достаточно будет, и низ будет хороший, у тебя не будет так поменьше, будешь Играем клачить. светом. То есть я типа, то есть у меня типа я все еще буду оставаться трушным пацаном, который ездит на какой-то неедущей хуйне. Ну, знаешь, Ну, на это трёх- уже будет на Это уже нормально? На скорости, 3-литровом моторе, на нештатных мозгах, это будет такой И путевый валик, мотор. если ещё подкинуть. Да, если еще сделать валы какие-нибудь верховые, то будет очень круто. Ты прям будешь прикольно Кайфовать? ехать. Ну, это Тебе хорошо. будет нормально. И это легкий мотор, машина в весе не потеряет, она останется в своей компоновке по 6 цилиндрам, там 3 цилиндра сзади или даже 3,5 и всего 2,5 за осью, и то можно кастер добавить. Еще свалится 1 цилиндр, а это просто песня будет. Ну, как И даже на вот эту кочергу, если твою поставить, 3-литровый мотор, то уже будет А на интересно. нее есть пластик, ребята? Да, да, Есть дохренища, пластик, дохренища. да, и Вот двери, двери, в и это надо крылья, сейчас всё. пойти. Потому что я знаю Опять же, пацанов, тебе будет легче ездить на этой, потому что эта машина, она уже настроена на зацеп, на ней тяжеловато, ты так не Вот- поманжуешь. вот Она мне, да, раз, говорили и ребятушки. она сразу стреляет. Да, да, Ты да, ногу да, с да. газа убираешь, она Артём, выстреливает. Да у неё зацеп даже я больше, вчера чем у Сильвии, мне говорили. Я вчера 60 футов, ну просто меня, потому что зацепили пацаны на полном приводе, что ты никогда в жизни полный привод не объедешь. Даже стоковую Subaru на бустапе или Evolution, ну у меня даже Evolution, типа он упрыгает. И я такой говорю, не, ребят, я попробую сделать, чтобы она выпрыгивала на заднем приводе, а потом-то я вообще улечу от вас. Я вчера еще даже не максимум, 2,18-60 футов проехал, стартовал. Вообще. А полный привод 1.8, 1.9. То есть 3 десятки уже осталось. Ну, Зашибись. это на самом деле большой зазор. Ну не как мы вчера разговаривали, Ну, что мне да, 2.45, я поехал, Да. попробовал уже на Секунду это вообще, конечно, провал. Просто не можно догонишь. не догнать, да. Так 2.18 это еще не все, это я еще вот эти не подкинул, вот эти Ну да, да. лапти, блядь. Ну, смотря какое покрытие там, пыль, снег и Я к тому, прочие что у неровности. нее зацеп прям. Ну да, да, Всё. да, зима решает. Я говорю, в зимний период можно реально отстроить нормально тачку по зацепу и успеть отработать все мелкие нюансы. Летом это не проверить. Слишком все быстро, жестко, и ты Даже вроде не бы... поймешь, что А не в надо. дрифте ты там, блядь, не развернулся, заебись. Куда она едет? Наружу, внутрь, достаточно зацепа. Толкается, не Да, толкается. и даже зимой, только когда едешь вторым сзади, только тогда понимаешь, что-то у тебя там получается или нет. А даже если ты просто едешь один, ничего. Мне неохота снимать, блядь, салон и делать там разиш какой-то, я не знаю, ну как-то Слушай, по твоим видео ты все равно там особо никого не возишь. нет никого. Какой-то красный ромбик его везде. Ну, Честно Чё, говоря, там сильно, да нет, нет, да нет, возбуждается? нет, да Знаешь, нет. вот это вот, если Он честно, садится каждый раз такой, о, ромбик мой я вот это красный». не люблю. Это вот, блядь, как знаешь, вот эта зимняя всесезонная резина, липучка, нахуй. Типа она должна быть охуенная и зимой, там, и летом, блядь. На самом деле она не зимой, нахуй, не едет, и летом она говно, нахуй. Поэтому ты определись. Либо у Либо тебя... чтобы ехала, Либо у тебя тачка для того, чтобы погонять, нахуй, либо для ты на ней фоток. просто Я ездишь, понял. нахуй, Я да. понял. И чем раньше ты к этому придешь, тем быстрее у тебя появится какой-то результат и понимание, что делать Это дальше. как- И у тебя тачка на красивую не похожа, нахуй. Нет. И гонять она нахуй не может, потому что она, блядь, кочерга толстая, нахуй. Куда ты нахуй на ней будешь гонять? Сейчас ты поставишь мощнее мотор, и начнутся проблемы. Сцепление, привода, нахуй. Она жрет колеса, как тварь, нахуй. Просто из-за того, что она просто тяжелая. Она их, нахуй, сжигает, они у тебя кончаются, и у тебя опять облом, нахуй. Просто Ну да. реально, если из нее сделать тонну веса при вот этих настройках, Третий всем, да?
будет прикольно. Есть там, говорю, свои такие плюсы, ну тот же Димас, ну едешь. Да. А знаешь, что было? Сидуху правую снимает, и вот это вот баланс Чего? веса перед-зад, да, ну Чего? жестко ощущается. Вот с ней Седуху снял хуёво, просто? да. Передняя, И её сразу снимаешь, разрисовка, да, да, меняется. чуть-чуть, но это понятно, Чё, это блядь? тонко прочувствовать, но, по крайней мере, у тебя, знаешь, ты такой, типа, вот ехал, а в зимнем дрифте как? Ты там уже, блядь, не дышишь, сука, тебе, вот, блядь, надо Да-да-да. чуть-чуть достать, вот не хватает, и ты вот эту вот дистанцию, ее прям, ну реально, хоть не дыши, блядь, да, хоть Ну, вот хочу, кинь блядь. туда. И ты вот снимаешь что-нибудь, раз, у тебя вес поменялся, наклон тачки, и ты чувствуешь, что вот пошло, изменилось, вот так. Ну вот мы в этом году начали с 36-ми, так, там типа обязательно аккумулятор назад, но назад куда? На ось, за ось. Это зависит от того, как у тебя машина стоит, перед выше или жопа ниже, ну, короче, вот, и все это влияет, и ты вот так понимаешь, так, очень круто. И ты потом каждый раз это Да, чувствуешь. я по своему Evolution скажу, никто не верит. Я первый был, кто поставил, случайно получилось, я потерял стандартные стойки родные, ну, с пружины, все мягкое, и остался на колах на HKS Гипермакс 3. Выкрутил их на всю амортизаторы, а у них широчайший диапазон, они на всю выкручены, может, даже мягче, чем сток. Во-во. Но пружинки чуть-чуть жестче. И машину не поднял. Все же, блядь, на зиму, чтобы через сугробы скакать. Всё. Она за счет того, что прям на льду почти лежит. И углы, в общем, что получилось? Морду в ноль, ну все в ноль же ставят. Морду в ноль поставил, хотя у нее с завода даже минус 1,5 градуса. Ну да. А ну жопа это- у меня градус или 1,5 было с лета. Не успел в ноль, там что-то болт какой-то. Я выезжаю на лед и охренел, эффект такой. Поворачиваю, оно не поворачивает, прямо едет. Морда. А жопа колом стоит. Я такой, Значит, зацепа сзади больше, чем спереди. я такой, где ночной развал? А я ночью, ну как всегда на работе, понятно. ночью выехал, взял у Сереги ключи от озера, ну, вот это 2018 год был сезон. Нашел, говорю, ну-ка мне минус 1,5 градуса, сделайте морду. Даже не так, минус 1 градус, думаю, потихоньку буду. Раз выезжаю, даже слышу сразу шипы. То есть все, пятно попало. Да. Опять возвращаюсь, говорю, 1,5. Хоп, и чувствую, что не лучше стало, а так же. Ну, то есть, ну-ка 2, вообще хуже стало. Такой, ага, 1,15. Я, блин, всю ночь делал, до утра я тебя назвал. 1,15, все, морда колом стоит, Ну и да, начался да, баланс. Да, очень Жопку важно. также попробовал, вот 15 минут или секунд, прикинь, играет. Очень важно, И очень. еще потом фишку сделал, чуть-чуть морду приподнял, потому что у меня, когда я гашусь или там, ну, с большой скоростью, у меня было такое, что жопа, знаешь, как будто... Обгоняет начинает. Да. Чуть-чуть морду приподнял. На жопе зацеп появляется. Вот это видишь, как... Чуть-чуть Да, в вообще. зимнем дрифте Я как тебе скажу, работает? 15 миллиметров. Да, Она мне, конечно, теперь как будто казалось там кто-то бы, сзади ты, сидит да, там. казалось бы, ты нагрузил жопу, и тебя должно было наоборот, ну, веса больше и должно носить, а инерция нет. это не поменялась, машина-то тяжелее фактически не стала, просто, ну, Но нагрузила. перекат веса-то физически есть. Ну, То я есть, имею в если виду, ты что на ты весы там- сейчас поставишь машину, вот так, у тебя будет спереди много, сзади мало. Ты ее Да. перекатил, стало сзади много. Но зацепа стало больше, чем Да. вес тот, Да. который может тебе Да, повлиять. да, да. И вот этот баланс постоянно надо искать. Но мы тоже развальчику, мы к нему вот так, он этот дед просто, что вы делаете, зачем? Я говорю, дедушка, давай не Зачем вы опять просто приехали? крути. Ну там, ну прям раза два. Я говорю, дедушка, ну надо, я Наверное, опять ты там когда что-то приезжаешь, переварил. Давай Когда крути. приезжаешь, он говорит, да все у тебя нормально. Ты говоришь, нет, крути давай. Ты, Ну, так и ты есть. ты просто судья, зачем тебе это нужно? Да, но я потом уже вижу, он раньше катал машину, так прокатывал каждый раз, а сейчас приезжаю, он бах-бах, эти хуйни навесил, сразу покрутил, я говорю, о, стопэ, говорю, я тут ищу, блядь, миллиметры, а ты мне ее даже не прокатываешь, потому что хуйню так криво повесил, сейчас мне, блядь, накрутишь, а я там буду выяснять. Даже, да? Ну да, нужно понять, может диск у меня кривой уже. Да он думает, все равно через полчаса опять приедет. Да, Чё, он я так и буду думает, плакать. типа, какой-то хуйней занимается, потому что вот там крутят эти, блядь, градусы, кого не крутят, а я ему такой, мне надо еще 2 минутки добавить. Он так, блядь, какие нахуй 2 минутки, блядь. Я говорю, сука, ну ты там не дышишь вот так, блядь, думаешь, ногой бы еще
еще, может, хотя бы один шип еще цеплялся, было бы вообще заебись. А он, блядь, вот так смотрит на эту хуйню. Зима это, блядь, огромное, это как Это такое книга поле, по блядь, да, для машины, изучения, нахуй. себя самого, блин, как вообще ехать. Физики, Говорю, может, все-таки нам физики, даже вот и это. повезло. Но теперь вот мы вроде бы чего-то там научились. Сейчас бы это на лето спроецировать на какую-нибудь нам площадочку. Но для этого надо 1002 километров ёбнуть для какого-нибудь трека, попробовать вернуться обратно, сделать развал и опять туда, нахуй. Что-нибудь поменять. Ну да. Нет, просто ты такой туда приехал, блядь, прошла неделя, ты такой выехал, блядь, хуйня, нахуй, не то, что-то надо площадку покрутить. реально построить, мне кажется, это будет вообще... Да это вышаг Мы будет. все там будем... Я сразу Ну да. себе палатку только какую-то Да было бы реально стационарную круто, поставлю. блядь, ты приехал там на выходные, собрались там 5-10 машин, блядь, привезли колеса, там домкрат, переобулись там и натренировались и поехал еще неделю потом крутить, варить, нахуй, работать, блядь. Если я не ошибаюсь, Саня сейчас на 2-литровой, ну наш на обкатке типа, пихнул 2,5 литровой. Подожди, у него 0,3 давление? Не, у него 0,9. У тебя двушка? У меня 1,3, но мотор одинаковый. Ну 2,5. Но у тебя 2,5 мотор? Нет, вот. И у него 2? Блять, пакеты молока, блять. Сейчас догоню, стопудово. Жесть. Так, господа и дамы, Е36 купе, М50B20 турбо, Е34 тоже 2-литровый турбо, одинаковое давление, все одинаковое. Как думаете, кто выиграет? Ой-ой-ой-ой-ой. Пятая резина пошире, хоть резай старая, видимо она боль-моль держаковая, и поэтому не так уж просто ехать. Ведь они диалогов, вот такой вот я большой молодец. Блин, это говно уже сломалось, да ну нафиг. Жесть. О, отвалилось. Фак. Вот, блин, опять хотел поехать погазовать. Это второй день подряд такое происходит.
понятно, из-за чего это происходит, потому что такая ситуация хреновая во всем мире. И не получилось нифига погазовать. Ну вот не получилось. Вот эти вот мои пару поворотов, которые я газанул, это не считается. Но мне кажется, это очень полезный выпуск, капец, для тех, у кого есть Evolution и для тех, у кого есть BMW. Просто мужики, я не знаю, я больше половины не снимал. Я сначала просто тупил, просто стоял и слушал, стоял и кайфовал. Потом много чего снял, и потом опять перестал снимать, и там еще было разговоров. И я думаю, что вот эти два чувака, Саня Бумер и Серега, они могут просто говорить про тачки вечно, и такие тонкости знают, они знают такие фишечки, от которых я просто в шоке. Я пробовал что-то чуть-чуть запоминать, но как бы нет, это для меня слишком сложно. Ну, когда-то, наверное, я смогу все это понимать, запоминать, все такое. Короче, ребят, если вам тоже была полезная информация, про которую разговаривали чуваки, если вот это кайфанули, что-то для себя поняли, не поленитесь, пожалуйста, напишите комментарий. Ребята это все прочитают с удовольствием. Поставьте лайк видосу и подпишитесь на канал. Огромное спасибо за просмотр влога. Все, до встречи.